Привет, мои хорошие! Сегодня я вам покажу рецепт приготовления вот этого замечательного, нежного, сочного, манящего шедевра фаршированных баклажан. Перед подачей украсьте зеленым луком, сметанкой, майонезом. Вы только посмотрите, насколько он получается сочный и нежный. Это же просто песня какая-то. Все готово, конечно же, все пропеклось. Сейчас я попробую данное блюдо, потому что с пылу с жару оно сбалансировано изумительно. Не требуется ни дополнительных специй, ни дополнительных ингредиентов. Подавать можно в таком виде, а можно с гарниром, либо с овощами. Но это блюдо зайдет на ура и в таком виде. Очень и очень мало калорий. Одним словом, блюдо классное, блюдо сочное, блюдо полезное и быстрое, поэтому давайте скорее его приготовим. Нам потребуется 500 грамм филе куриной грудки или любой другой части курицы и нарубим при помощи ножа или по желанию можете измельчить с помощью мясорубки. И перекладываем в тарелочку, в которую немного замаринуем курочку. Для маринада нам потребуется самые стандартные приправы для курицы. 1 столовая ложка соевый соус, 2 столовые ложки и 1 столовая ложка любого растительного масла. Все это перемешиваем и убираем пока в сторону. Далее потребуется зеленый лук, 1 небольшой пучочек. Можно, конечно, использовать и репчатый, но я считаю, что тем более летом намного вкуснее и ароматнее, если лук будет зелененький, свежий. И отправляем к курочке. Далее берем зелень, укроп и петрушка, буквально по такому небольшому пучку, и смельчаем. И также отправляем к курице. После чего начиночку, фарш перемешиваем вместе с зеленью. Вот и все. Берем баклажанчики, каждый весом примерно по 250 грамм. И вот так аккуратненько раскатываем скалкой. Самое главное, чтобы в процессе раскатки баклажан не треснул. Вот такой массаж получил наш баклажан, он мягкий. Также поступаем с остальными. После того, как баклажаны все промяли, размяли, они стали маленькие, аккуратненько снимаем вот эту плодоножку. Берем баклажан, сразу кладем его в форму, в которой будем запекать, и аккуратненько разрезаем ножом. Вскрываем и видим, что внутри у нас практически все передавилось, и баклажан будет прекрасно фаршироваться. Немного раздвигаем его. Далее берем начинку и заполняем ею баклажан. Таким образом поступаем со всеми остальными. После того, как все баклажанчики нафаршировали, вот смотрите, такого количества фарша мне хватило даже на 4 баклажана, каждый примерно по 250 грамм, а соответственно на килограмм баклажан. Нам требуется сделать соус. Можно, конечно, использовать кетчуп или томатную пасту, но намного вкуснее, сочнее, просто бомбезно, если будете использовать свежий помидор, тем более сейчас их сезон. Сделали 4 таких надреза и отправляем в микроволновку буквально на 2 минутки. После того, как 2 минутки прошли, вы посмотрите, помидоры очень спелые, очень свежие, это то, что требуется для соуса, пусть пока отдохнут, вон сколько жидкости из них вышло. Берем чеснок, вот такое количество, это примерно полголовки, но так как головки бывают разные, скажу в граммовках, 25 грамм. С помидорок аккуратненько снимаем кожицу, очищенный помидор отправляем в блендер. Жидкость, которая выделилась, мы также переливаем. Далее добавляем к смеси пол чайной ложки сахара, 1 чайную ложку с горкой соли, 2 столовых ложки любого растительного масла, можно даже с запахом. И я вам могу сказать, если вы добавите с запахом, будет более ароматный соус. После чего добавляю базилик.
У меня замороженный, поэтому можно использовать замороженный, можно использовать свежий, зеленый или фиолетовый, также не имеет никакого принципиального значения. Добавляем 1 стакан объемом 200 мл простой воды. Закрываем чашу и перебиваем до однородного состояния. 30 секунд взбивания, и мы получили самую классную, самую вкусную, ароматную соус-заправку для запекания. Теперь этой смесью польем наши баклажанчики. Старайтесь, чтобы смесь попала внутрь. Далее баклажаны отправляем в разогретую до 200 градусов духовку, можно до 190, примерно на 50 минут. И получаю не просто великолепное, а восхитительное блюдо, которое по сути много времени не заняло, но получается очень вкусным, полезным и прекрасным. Приятного аппетита, готовьте с любовью, ну и конечно же будьте здоровы!